Всем огромный привет! Я снова взялась за переделку старой мебели и хочу сегодня модернизировать вот такое старое зеркало и сделать из него зеркало с подсветкой в современной рамке. Стекло к фанерному основанию крепится при помощи металлических зажимов. Я учитываю, что зеркало очень старое, поэтому, чтобы исключить поломку зажимов, замену которым я вряд ли найду, разгибаю их очень аккуратно. Под стеклом обнаружила бумажные пломбы, где указана фабрика-производитель. Такое предприятие существовало всего несколько лет, и поэтому у меня получилось выяснить предполагаемый возраст зеркала. Ему примерно где-то около 70 лет. Зажимы должны были быть прихвачены 8 гвоздиками, но их оказалось только 4. Так что мы с вами вскрыли факт воровства 70-летней давности. Основание, которое было под зеркалом, видите, пожелтело, имеет такой не очень опрятный вид. С обратной стороны основание было и есть покрыто лаком. Лак от времени тоже уже пожелтел. И я хочу от этого лака избавиться и заодно зачищу внутреннюю сторону основания. Но прежде чем я это буду делать, мне нужно определиться с формой и размером рамки. Вернее, выглядеть она будет как рамка, но по сути это будет такое подоснование. Короче, у меня будет основание для зеркала двуступенчатое. Рамка у меня будет выполнять не только декоративную функцию. С ее помощью я хочу увеличить размер зеркала, потому что та стена, на которую я планирую повесить это зеркало, у меня достаточно большая и пустая. И я хочу увеличить овал зеркала визуально. Но увеличивать зеркало я буду визуально несимметрично. То есть по вот этим коротким бокам я добавлю немного, а уже вот здесь увеличу достаточно много, где-то сантиметров на 20. Если здесь где-то будет идти сантиметров 12, то здесь пойдет 20. Ну и соответственно с той стороны тоже. Добавлю по сторонам 10,5 сантиметров. Здесь я уже разделила зеркало пополам, и у меня половина это 16,5. Убираем 27 сантиметров. Мы отмечаем. Провожу прямую линию. В общем, все эти танцы с бубнами я делаю для того, чтобы совместить две прямые линии на основании и на ДВП, что в свою очередь исключит возможность перекосов и смещения двух оснований относительно центра друг друга. В общем, товарищи, следите за руками. Здесь внизу и вверху я добавлю по 20 сантиметров. И совмещаю вот эту прямую линию с прямой линией на основании. Произвольно от руки рисую линию края нового основания. Работу выполняю пока только на одном сегменте, на одном из 4. Совмещаю края бумаги с краями сегмента и перевожу нарисованную линию на бумагу. Кстати, если кто знает, как можно проще делать перевод этой линии на бумагу, милости прошу в комментарии. И теперь при помощи готового лекала посегментарно дорисовываю форму нового основания. Пока я этим всем занималась, на улице намело снега по коленам. И для того, чтобы выпилить ДВП, я практически совершила подвиг, расчистив пол огорода.
Очищаю от веткости и пыльного запаха старое основание с необработанной стороны. А вот с внешней стороны снять покрытие, как я планировала, не удалось. Лак за такое длительное время эксплуатации превратился практически в камень. И видите, наждачка по такой поверхности скользит как по льду. Снять ее не представляется возможным. Зачищаю наждачкой с двух сторон замахрившийся край. Чтобы новое основание в готовом виде выглядело эстетично, натягиваю на него ткань. К тому же ткань еще защитит края ДВП от истирания. Для этой цели пригодился старый, износившийся и очень тонкий белый пододеяльник. Вырезаю по форме, оставляя припуски. Наношу на ДВП строительный клей ПВА. Стараюсь, чтобы клей лег ровным слоем, чтобы не успел высохнуть до момента натяжения ткани. Приклеиваю ткань, сильно ее натягивая, так, чтобы она на срезе сама завернулась за края. Разглаживаю мягким обойным шпателем, не пропуская ни одной складочки, иначе это все будет потом видно и бросаться будет в глаза. Этот момент, конечно же, можно было облегчить, взяв просто ткань потолще, но тогда увеличивается расход клея и грунтовки, и, соответственно, вес самого уже готового зеркала. На ткань снова обильно, не пропуская сухих участков, наношу клей. Снова прохожусь шпателем по всей площади, чтобы уже наверняка клеем заполнить все пропущенные участки. С обратной стороны по краю проделываю все те же операции. Наношу клей. Заворачиваю ткань и приклеиваю ее. Благодаря тому, что ткань уже сильно натянута, на краях она заворачивается абсолютно без складочек. Ну, еще, конечно же, благодаря тому, что ткань очень тонкая сама по себе. Лишнюю ткань обрезаю. Снова промазываю клеем ткань. И намертво фиксирую ее шпателем к ДВП. Убираю основание сушиться, но только не возле батареи. Я планирую красить ДВП в белый цвет. Но прежде чем я буду это делать, мне нужно изолировать клей, на котором держится ткань, от краски грунтом. Грунт я использую художественный, акриловый. Он имеет достаточно густую консистенцию, и поэтому в целях экономии я очень тщательно втираю его в ткань. Грунт я буду наносить только в один слой. Для моих целей этого достаточно. На край ДВП тоже должен попасть грунт. Перед тем, как наносить краску, грунт должен полностью просохнуть. Я оставляю его сохнуть на ночь. Хоть зеркало и висело у нас в сухом помещении, но от времени по краям фольгирующего слоя местами оно потемнело. В таком виде, конечно же, его оставлять нельзя. И поэтому на край зеркала по всему периметру, а не только на поврежденные участки, наношу клей для потали рваными мазками.
Жду, когда клей подсохнет, и мягкой кисточкой приклеиваю серебристую поталь. Снимаю излишки сначала мягкой кисточкой, а затем, чтобы сделать край более четким, прохожусь более жесткой кистью. Так как зажимы видны с лицевой стороны, и они уже тоже имеют непривлекательный вид, покрываю и их поталью. А вообще-то, будь моя воля, я бы покрыла поталью полдома, настолько это увлекательное занятие для меня. Ну и так как зеркало периодически придется протирать влажной ветошью, поталь нужно в обязательном порядке покрыть защитным лаком. Он предотвратит ее от окисления при соприкосновении с влагой. Итак, ДВП уже хорошенько просохло, и я окрашиваю его акриловой матовой краской в белый цвет. Особенно тщательно прохожусь по краям, которые будут видны из-под зеркала. И так как у меня эта поверхность будет не видна, она будет скрыта, будет видна только торцевая часть, я зачищу грубой наждачкой торцевую часть и ее покрашу в белый цвет. После того, как на ткани высох акрил, я промазываю клеем ПВА обратную сторону. Таким приемом пользуются художники, когда делают самодельные холсты на арголите, ну или, проще говоря, на ДВП. Он позволяет холсту затем в дальнейшем не выгибаться в сторону ткани, не создавать такой эффект лодки. Подсветка у меня будет автономная на батарейках, 3 батарейки АА. И теперь мне нужно вырезать в основании, а потом и в декоративном основании выемку для того, чтобы разместить тут контейнер с батарейками. Вырезать ячейку буду с небольшими припусками, чтобы уже наверняка поместился туда корпус. Образовавшиеся острые края зачищаю наждачкой. Теперь мне надо соединить 3 части зеркала: стекло, старое основание и новое основание. Сначала буду соединять между собой новое и старое основание. Для этого мне нужно найти середину нового и старого основания и совместить их. Повторяю все действия, что делала в начале, то есть делю оба основания на 4 сегмента для того, чтобы совместить их друг с другом симметрично.
Вырезаю в новом основании отверстие под контейнер с батарейками. Отверстие идентично тому, которое я пропилила в старом основании. Итак, у меня есть вот такая система со светодиодами. Она на батарейках. Батарейки будут располагаться в таком вот контейнере. Контейнер, сразу скажу, не очень удобный. Я искала другой немного конструкции, но не смогла найти. Сейчас расскажу, в чем будет у меня небольшая проблемка при пользовании светом. На этом контейнере выключатель располагается вот здесь с обратной стороны на основании. Поэтому мне придется его использовать вот таким образом. Закладывать сюда. И потом, чтобы включить свет, каждый раз мне нужно будет приподнимать все основание и дотягиваться до контейнера, включать или выключать свет. Если бы у меня был контейнер другой конструкции, то есть если бы выключатель был вот здесь, я могла бы пропилить старое основание до конца, приклеить контейнер вот к этой стороне, то есть она бы была бы уже здесь где-то, вот так вот, он бы не выглядывал бы, его бы не было видно. И здесь могла бы просто переключать. Это было бы гораздо удобнее. Но я не смогла найти такой контейнер. Ну, придется теперь пользоваться немножечко, испытывать немножко неудобства. Наклеиваю на фанеру и симметрично на ДВП двухсторонний скотч и приклеиваю эти две детали друг к другу. Ну и супер, надежное крепление готово. Ну, конечно же, нет, это была шутка. Вы же, наверное, поняли. Приклеиваю я их друг к другу скотчем лишь для того, чтобы перевернуть две детали и не нарушить совмещение. Крепить друг к другу основания я буду саморезами 16 миллиметров. Я думаю, 4 саморезов мне будет достаточно. Я наметила уже дырочки, где я буду крепить их. Так как у меня ДВП, я очень легко его могу пережать, поэтому до конца я его не закручиваю, чтобы саморезы не вышли на противоположную сторону. Фиксирую скотчем корпус с батарейками. Проверяю ленту на работоспособность. В натяжку приклеиваю ленту по всему периметру старого основания. Приклеиваю и стараюсь не трогать сами диоды пальцами, чтобы их не засалить. Слышала такую байку, что если трогать диоды незащищенными руками, срок службы их сокращается. Не знаю, насколько это правда, но на всякий случай перестрахуюсь. Это, знаете, как из разряда черной кошки. Совмещаю начало и конец ленты и обрезаю лишнее по контактам диодов. Работает. Крепить зеркало к стене я буду простым способом, при помощи обычного отверстия. Хочу его проделать на новом основании и края, чтобы они не проседали под весом всей конструкции, укрепить. И эту операцию я решила, как это сейчас модно говорить, делегировать. Для усиления отверстия подвеса зеркала буду использовать пластиковый сис, который применяется для изоляции скруток электрических проводов. Он идеально подходит нам по диаметру. Отрезаю нужной толщины кольцо и вставляю в отверстие для подвеса. И вот как плотно получилось с обратной стороны. Я хотела залить эти места соприкосновения клеем, но смотрю, что ничего этого не нужно. Сидит очень плотно. При помощи вот таких маленьких кованых гвоздиков к основанию крепились держатели для зеркала. Представьте себе, насколько это старое зеркало, что тогда еще использовались вот такие гвозди.
Креплю зажимы уже, конечно, современными гвоздиками в полном объеме, целых 8. Новые гвоздики не очень хотели входить в старую фанеру, пришлось повозиться. То ли качество фанеры было получше, то ли это я уже к концу переделки устала. Вставляю стекло, и мне снова пришлось обратиться за помощью, чтобы его зажать, потому что здесь требуется большая сила в руках, чем есть у меня, в частности в пальцах. Я старалась работать аккуратно, но все равно кое-какие места на белом основании немного вымазались, поэтому подкорректирую их краской. Самый творческий и вкусный момент выкладывания зеркал на основе. Использую стеклянные зеркала на самоклеющейся основе. Работать с ними легко и просто. Заказывала их на Али разного диаметра, всего здесь 4 размера. Выкладываю декор, не стремясь к симметрии, но в результате хочу получить гармонию в раскладке. Весь этот декор на самоклеющейся основе, то есть он должен плотно и крепко держаться на моем основании. Сейчас я это и проверю. По очереди приклеиваю все зеркала, а затем снимаю с их лицевой стороны защитную пленку. Все, готово. Вешаем. Глаз. Я изначально хотела создать объект, который бы разбавлял скучную однотонность большой стены, но при этом бы выглядел ненавязчиво. Задумка была в том, чтобы рисунок на обоях и декор на новом основании дополняли бы друг друга и смотрелись бы гармонично. В моем случае мои ожидания и реальность совпали. Друзья, ожидаю вашей реакции, не стесняйтесь, комментируйте, мы читаем все мнения. Да, и не забывайте подписываться, если вы еще не с нами. Всем удачи в творчестве и до новых встреч!